Друзья, привет! Форму инструмента, который сегодня будем делать, я увидел в интернете. Она мне очень понравилась. Однако где такой продают, я так и не нашел. Поэтому будем делать сами. Приятного вам просмотра! Корпус нашего инструмента сделаем из кругляка желтых пород металла. Стенки у него будут тонкие, и чтобы не переводить эту болванку в стружку, решил использовать биметаллические коронки по металлу. Подбираем нужный нам диаметр и за станок. Такая работа была уже не раз проделана мною на алюминии, и там все получалось без проблем. Главное не спешить. Первые миллиметры проходят быстро, затем нужно чаще чистить и смазывать маслом. Прорезал заготовку на всю длину коронки. Теперь можно переворачивать и повторять все операции. В итоге получили цилиндр для дальнейшей работы и пруток меньшего диаметра, который нам еще пригодится. Переводить такую стружку, я считаю, было бы преступлением. Вернемся к цилиндру и выровняем его. Также расточим внутри, заодно и уберем лишний вес. Из этого прутка сделаем пару крышек. Дно, которое сейчас изготавливаем, будет впаиваться. Для этих целей сделаем проточку. Отлично. Далее решил сделать легкую накатку, я думаю, так в конечном итоге будет красивее. Перед отрезанием немного уменьшим вес крышки. Забегая вперед, скажу, что инструмент и так получился увесистый, зато устойчивый. Отрезного резца такой длины у меня не нашлось, поэтому воспользуемся ленточной пилой. Вот такая крышка в итоге получилась. Одевается на цилиндр с небольшим натягом. Теперь можно их спаять вместе. Для этого воспользуемся горелкой с МАП-газом и тугоплавким припоем на основе серебра. После обработки и очистки деталей имеем вот такой вид. В местах пайки имеются небольшие раковины, и проверить герметичность можно с помощью керосина. Он для этих целей подойдет идеально, так как он очень текучий. Продолжаем изготовление корпуса и теперь сделаем верхнюю крышку. Она будет просто одеваться с натягом, и в ней будет весь механизм. Впаивать ее нет смысла, так как этот механизм, возможно, придется обслуживать. Так же, как и в первой крышке, избавляемся от лишнего металла. С обратной стороны сделаем скосы для удобного расположения кнопки и носика. По центру сразу делаем отверстие с резьбой М12 шаг 1,25 для заливной пробки. Еще пара отверстий 10 мм по бокам, и верхняя крышка готова. А это, наверное, самый сложный механизм во всей конструкции – масляный плунжер. Для начала проточим заготовку в диаметр 10 мм. Теперь сверление. Внутри нужно сделать 3 разных диаметра.
Сначала пройдемся сверлом 4,2 мм для резьбы М5. Затем сверлом 5,5 мм для развертки. И финишируем 6,8 для резьбы М8. Длинным машинным метчиком режем первую резьбу, затем М8 и только потом разворачиваем середину до 6 мм. В этот корпус уже можно поместить шарик, набить им седло и установить пружину. Займемся винтом. Из него сделаем подобие гужона с внутренним отверстием. Он будет держать пружину в клапане. Сверлим отверстие 2,5 мм, делаем боромашиной пару канавок под отвертку и срезаем. Вот такой крошечный винт получился. Чтобы его вкрутить, на скорую руку изготовил специнструмент. Выглядит пусть он и не очень презентабельно, но зато работает. Еще одна деталь плунжера. Она будет вкручиваться в корпус и ограничивать ход штока. Здесь накатка функциональна. За нее удобнее будет вкручивать деталь. За кадром также изготовил шток, и потихоньку механизм плунжера собирается. Осталось сделать кнопку. Здесь ничего сложного нет. Протачиваем нужный диаметр и делаем внутреннюю резьбу М5. С обратной же стороны сделаем углубление, чтобы палец не соскальзывал. Наконец-то можно собрать этот узел в кучу. Подобный механизм будет и с другой стороны. Сделаю его также за кадром, чтобы не затягивать это видео. Ну и вот так все это будет располагаться в крышке. Это последняя деталь на сегодня. Из этой латунной трубки изготовим носик. Внутренний диаметр у нее 3 мм. Это много и придется изготовить наконечник. Для этого в ней нарежем резьбу М5. Наконечник также будет латунный. Сверлим в нем отверстие 1,5 мм, затем нарежем резьбу и будем обрабатывать в паре с трубкой. Поверхность решил сразу сделать ровной. Это сэкономит время перед финишной полировкой. Эту деталь нужно немного согнуть для дальнейшего удобства. Как обычно, использую горелку и МАП-газ. Теперь можно все спаять в кучу. Припой все тот же тугоплавкий. Забыл сказать, что каналы между плунжером и носиком нужно объединить. На плунжере делаем отверстие после клапана, а на носике до него. Далее, как обычно, финишная обработка и окончательная полировка. Запрессовываем верхнюю крышку, и наше устройство готово. На мой взгляд, масленка получилась просто супер. Пользоваться ею одно удовольствие.
Заводскому китайскому аналогу она ничуть не уступает, разве что в весе. Он у нее получился ни много ни мало 370 грамм. Ну а на этом у меня все. Если понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Это здорово помогает в развитии канала. А с вами был, как всегда, я, Михаил, и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.